Так, врубай. Ага. Хорошо. Ну все, теперь ты будешь слышать как человек. Слева и справа, сзади и спереди, и даже снизу и сверху. Жаль, конечно, будет тебя потом разбирать. Разбирать. Будет тебя разбирать. Привет! Слыхали про иммерсивное аудио? Это звук с полным погружением, когда мы слышим все со всех сторон, как в жизни. Мы, люди, давно стремимся воссоздать эти ощущения, окружая себя системами многоканального звука в кинотеатрах и постоянно развивая их. Изощряемся со звуком домашних кинотеатров и ищем решения для современных развлекательных площадок. Но есть и другой подход, к которому кто-то относится скептически, как я, раньше, пока не разобрался, как использовать эту особую магию и пока не послушал прототип от российского разработчика. Все покажу, но сначала объясню. Погнали! Все равно ничего не поймешь. В двух словах, благодаря тому, что у нас два уха, мы можем определять, с какой стороны доносится звук, но не без нюансов. Это называется бинауральный эффект, и сегодня ему все больше внимания. Возможно, вас уже просили надеть наушники для того, чтобы испытать эффект присутствия в каком-либо месте, ощутить звуковой объем и его движение вокруг головы со всех сторон. И все это с помощью лишь двух динамиков. Название этому 3D-аудио или бинауральный звук. Он известен уже давно со времен театрофонов. С их помощью на расстоянии слушали представления из театров и опер через наушники. А сегодня, когда наушники доступны каждому, они есть практически у всех и на любой вкус, да и используются повсеместно, бинауральное аудио применяется в массе направлений. Его задействуют стриминги и сервисы для прослушивания музыки в разделах с так называемым Spatial Audio, где можно услышать музыку формата, скажем, Dolby Atmos с помощью наушников. Может, вы даже слышали про 8D музыку. Она использует те же принципы восприятия звука человеком и предлагают ее слушать тоже в наушниках. А 3D аудиокниги, обещающие рассказывать истории в более ярких и объемных красках, создаются для прослушивания как? В наушниках. А слыхали про бинуральные спектакли, где зрители сидят перед актерами как обычно, но слышат именно то, что слышит главный герой? Все зрители в наушниках. В видеоиграх тоже все чаще применяется бинуральный звук для более глубокого погружения, точного отслеживания противников или выражения художественного замысла. И это раскрывается через наушники. Но не будем далеко ходить. Даже просто в операционных системах можно встретить вот такие и подобные приложения пространственного звука. Вы думаете, как это надо слушать? Есть даже специальные девайсы для замены любых конфигураций домашних кинотеатров в бинауральный звук, чтобы наслаждаться фильмами именно в наушниках. Но бинауральный звук используют не только для развлечений. Например, проект Sonicom, объединяющий ученых из разных стран. Одно из его направлений – помогать людям с неполноценным слухом тренироваться определять направление звука в пространстве. Через особые игровые программы и бинуральные технологии пациенты учатся слышать чужими ушами. Как это чужими ушами, спросите вы? Скоро поймете. Но все-таки бинуральный звук лучше один раз услышать. Если вы еще не в наушниках, надевайте. Фирменный поезд номер 91. Сообщение. Северобайкальск. Москва. Прибудет в 16 часов 51 минуту. На второй путь. Кстати, более полную версию этой записи я выкладываю в группе в Телеграме. Могу и другие записи там показать.
Что у тебя на голове, киборг? Как это делается? Сегодня бинуральное аудио либо записывается особым размещением микрофонов, а также специальными микрофонами, особыми ушными микрофонами и, наоборот, микрофонами с ушами, и даже головами со встроенными в уши микрофонами и целыми записывающими манекенами. Зачем так изощряться? Один момент. Либо бинуральный звук можно сымитировать плагинами и инструментами для размещения звука в бинуральном объеме или для создания звуковых эффектов, задействуя бинуральность как одну из фишек, или с функцией бинурализации для примерного понимания, как результат будет звучать на многоканальных системах. В общем, вариантов много и кажется все просто, но у бинурального звука в самом фундаменте есть одна серьезная проблема – HRTF. Каждый из нас имеет свою уникальную слуховую систему. Это форма ушей, а также внутреннее строение. Это размеры головы, а также черты лица, носа, плечи и торс. Все это влияет на то, как именно вы слышите звук. Ваш мозг за всю жизнь привык понимать именно ваши параметры. HRTF – это персональный набор и соотношение этих параметров, и у каждого он свой. Все эти плагины дают разные пространственные впечатления разным людям. В каждом использованы какие-то чужие HRTF, также и в стримингах типа Apple Music, и в записях манекенов. Это не ваши параметры. И в этом причина, по которой кто-то прочувствует конкретную 3D аудиозапись, кому эти параметры близки, а кто-то ее просто не поймет. Исследователи и крупные компании пытаются решить эту проблему, получая усредненные HRTF-профили с манекенов с параметрами среднестатистического человека, чтобы бинуральный звук нравился хотя бы большинству. С реальных людей тоже получают HRTF акустическими замерами и 3D-сканерами. Но это и дорого, и сложно, и сугубо персонально, и со своими проблемами. Кстати, я натыкался на исследования, показывающие, что бинуральные записи с живого человека все же более правдоподобны и понятны, чем с манекенов. Есть попытки упрощения, создавая профили видеосъемкой, а иногда просто фотографии уха на обычный смартфон. Но и после этого идет доработка либо самостоятельно, либо искусственным интеллектом, потому что в этом деле важна каждая складочка, каждый мелкий бугорочек. В общем, много интересного, изучайте. Если хотите начать погружение в тему, я бы рекомендовал за бесплатной методички про 3D аудио от Sound Particles. В ней все простыми словами и не только про бинуральный звук, на разных языках. Но каково было мое удивление наткнуться на этот блог на русском языке, причем с натуральными опытами и исследованиями. Автор блога Николай Сныткин – энтузиаст, который не просто глубоко интересуется темой объемного звука, но и создает свои изобретения и прототипы, например, шумоподавляющие наушники. Я связался с Николаем. Он с азартом рассказал про свои разработки, и у нас обнаружилось много общих тем. А еще у Николая есть YouTube-канал с записями собственного прототипа бинуральной гарнитуры. Про эти наушники и микрофоны он также писал в своем блоге. Ход мысли, опыт и материалы, как развивалась идея, очень рекомендую. Все ссылки в описании. Так вот, Николай отправил свой прототип мне на тесты, и я поделюсь с вами, что я обнаружил. Да, идея наушников-микрофонов уже встречалась у разных производителей. Важное отличие в расположении микрофонов. Они утоплены в слуховой проход, как в манекенах и на лабораторных испытаниях. Такое исполнение минимально меняет рельеф ушной раковины. А это крайне важно. В общем, я был как ходячий лабораторный стенд. Гарнитура предназначена именно для работы с рекордерами. Я все писал в Zoom F3 в высоком разрешении. Подключал 2 XLR-ами. А подключая этот мини-джек, мы одновременно прослушиваем то, что пишется. Кстати, можно даже забыть, что надеты наушники, настолько прозрачный и естественный звук. Но все мои записи вы услышите буквально моими ушами, через мой HRTF. Как это воспримет ваш мозг? Давайте попробуем. А если такую запись совместить с видеосъемкой при помощи экшн-камеры, получается, что и в звуке, и в видео синхронно учитывается поворот головы. И так можно получить очень живые иммерсивные ролики. Заодно сравните со звуком камеры. В общем, это точно пригодится в блоге про путешествия. А
также для записи эмбиенса в профессиональных проектах. Можно дать возможность другим людям услышать то, что вы слышали своими ушами. Если говорить о передаче ощущений и эмоций, звук с камеры не дает такой натуральности. А еще эту запись музыканты могут использовать на саундчеке или после концерта, делая выводы по балансу микса. Можно записать с разных углов, чтобы потом заранее знать, чего ожидать по звуку конкретно в этом помещении и с этим оборудованием. И как-то подготовиться, чтобы особенности площадки не влияли на впечатление зрителей о команде. А еще я знаю, что многим музыкантам хотелось бы самим хоть раз побывать на своем же концерте. Теперь у них есть возможность услышать себя ушами зрителя. Кстати, бинауралка хорошо ложится в саунд-дизайн. И наоборот. А как насчет 3D ASMR? Преимущество бинауральных записей в том, Это бинауральная запись. что по сути это известные нам стереодорожки, поэтому обрабатывать можно привычными инструментами без потери эффекта. Любые обработки типа эквализации, фейзер, фледжер, хорус и даже очистку от шумов и аккуратную компрессию легко можно использовать, если не борщить и не влиять именно на ширину стерео. Это бинауральная запись. Звуки записаны с разных сторон и перемещаются в пространстве. Но что я обнаружил? Что будет, если добавить обычный дилей? Это бинауральная запись. Звуки записаны с разных сторон и перемещаются в пространстве. Он как будто следует за голосом по панораме. Занятно, не правда ли? А если вместо него использовать индилей? Это бинауральная запись. Звуки записаны с разных сторон и перемещаются. Теперь повторы не движутся, а звучат там, где мы их назначаем. Этот 3D-дилей работает совсем иначе. Про него рассказывал в прошлом видео, где мы использовали его бинауральный режим. И, к слову, здесь ведь тоже некоторый HRTF профиль, и его можно заменить на более подходящий для вас. Спросите меня, как это сделать в моих группах. Итак, дополняя различными обработками, бинауральная запись подойдет не только для записи, но и для оформления каких-нибудь медитаций или, скажем, аффирмаций. Например, таких. Большие потоки денег входят в мою жизнь. Каждый день я становлюсь все лучше. Богаче и богаче. У моих заказчиков бюджеты на звук все больше. А подписчики на канале ставят лайки.
без напоминаний. На этом я думал, что познал все прелести этой бинуральной гарнитуры. Но по счастливой случайности я попал с ней под дождь. И заметил еще кое-что. Прекраснейшая локализация по вертикали. И это натолкнуло еще на одну идею. Ворлдайзинг. Профессионалы знают, что это. Например, вышел я как-то погулять с собакой. И вдруг понимаю, что-то здесь не так. В наших широтах нет таких птиц. Но тут интересно еще кое-что. У меня и собаки-то нет. Собака и джунгли были записаны с помощью этой колонки и моих причудливых поз. Но так можно записывать 3D-аудио с нужной стороны. Не очень удобно, зато звучит правдоподобно. И это не все. Бинуральное аудио предполагается слушать в наушниках. Однако мои коллеги заметили и поделились со мной, что если повернуть колонки друг напротив друга и сесть между ними, то эффект не хуже, чем в наушниках. И я помог Николаю проверить его давнюю идею. Что я сделал? Собрал свои записи в одно видео со звуком в 5.1. Бинуральный звук я поместил в каналы сурраундов. И потом скрещивал его в самых разных комбинациях. И со звуками, исходящими из фронтальных колонок. А затем арендовал кинозал и позвал коллег. Кстати, получается, сейчас вы слышите, как слышал я в кинотеатре то, что писал через свои уши. Интересно, что в итоге вам слышно? В общем, после теста мы пришли к выводу, что даже в зале шириной 12 метров эффект бинурального звука сохраняется и даже очень погружает в происходящее на экране. Бинуралка с дождем прям вообще хорошо было. Ощущение было реально, что дождь идет. Тонкости. Норм, да? Но не без нюансов. Вот назад-вперед хорошо работает. Можно ли использовать прием в кино? Вы уже сможете найти трейлеры и даже короткометражные фильмы с 3D-звуком. Вы уже знаете, что есть необычные театральные постановки, но для наушников. Прием отлично подходит для определенных художественных задач, например, более тесной связи с эмоциями героя и его ощущениями. А что насчет кинотеатров? Много неизвестных переменных. Но что если максимально доработать технологию и попробовать? Ведь встречаются же успешные эксперименты как с подачей истории, так и с необычными подходами к звуку, ломающие шаблоны и границы. Они дарят новые ощущения и вызывают сначала споры, а потом и разборы в киношколах. Пока у нас лишь скромные попытки понять потенциал бинурального звука. Насколько далеко можно с ним зайти? Нужны еще тесты, опыты и возможности. Может, кто-то хочет посодействовать? Контакты в описании.
А пока, как дополнение к традиционным конфигурациям в плане кино и как кисть для определенных задач и проектов, я с удовольствием беру прием в работу. Итак, сегодня вы слушали моими ушами и ушами моих друзей и коллег, за что всем большое спасибо. Напишите, как вам звучание в плане объема и какое думаете будущее у 3D звука. Все, всем сочного звука. Пока. Что ты готовишь? Мне нужна твоя одежда, ботинки, мотоцикл и какао на овсяном молоке. Хорошо, как? Большой. Какао на овсяном молоке будет для кого? Зовите меня просто